прилету в Северную Корею журналист обязан сообщить, что он журналист. Я же заявил, что журналистом не являюсь. Так мне удалось получить разрешение на поездку по стране. За пределы Пхеньяна журналистов пускают редко. Мне же удалось приоткрыть завесу настоящей Северной Кореи. Все, что вы видите, я снял на свой мобильный. Будь у меня в руках профессиональная камера, никто бы не поверил, что я просто турист. И главное, отснятый материал удалось вывести. Меня здесь скоро будут принимать за своего. Знакомьтесь, это мои гиды. Товарищ Генран, товарищ Кан и товарищ Ли. Всем привет из Корейской Народно-Демократической Республики. Товарищ Генран – партийный сотрудник, по долгу службы курирующий иностранных гостей. Ее задача – рассказывать об истории и традициях корейского народа, доносить правильную политинформацию. 8 километров. Ядерный вопрос и вопрос баллистической ракеты КНДР должен быть ограничен корейско-американскими отношениями. Вечерами Генран блистала вокальными данными. А это товарищ Кан, службист. Его задача – следить за перемещениями иностранных гостей, чтобы не вступали в контакт с местными и лишнего не снимали. С какой бы скоростью я не бежал, но мой гид бежит за мной. Он всегда должен быть рядом. Товарищ Кан тоже оказался любителем караоке и старых советских песен. И товарищ Ли, он же водитель. В каких-то моментах он давал указания гидам, с интуристами не общался, а лишь наблюдал. Возможно, именно товарищ Ли был старшим группы. По приезду в КНДР первым делом нужно поклониться усопшим вождям. Великому учителю товарищу Ким Ир Сену и его сыну, великому руководителю Ким Чен Иру. Своих вождей северные корейцы любят искренне и беззаветно. На вопрос, сколько бронзы понадобилось, чтобы изваять эти статуи, мне ответили: столько, сколько весят сердца корейского народа. Снимать их и фотографировать можно только в полный рост. Местные жители приходят исключительно группами и молча совершают ритуал поклонения. Это студенты. Красиво так все одеты. И у студентов существует форма, да, я так понимаю? В специальной форме бывает. Потому что они все вот в белых рубашках. Еще одна традиция – молодожены в день свадьбы обязательно приходят к вождям. Парни 34, а девочки 30. И у них 행복하시고 오래오래 살길 바란답니다. Я выразил пожелание народу Кореи, народу Украины. И вот сейчас наш гид переводит их на корейский язык и заносит книгу отзывов. Дабы завоевать доверие гидов, писал словно ярый приверженец идей Чучхе. Чучхе – северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном в противовес импортному марксизму. Уважение к вашей стойкости и непобедимости переполняет наши сердца. Вот теперь весь текст на корейском языке. Теперь я буду знать, как звучит мое имя
Роман Бочкала. Вообще с этого холма вождей весь город как на ладони. В переводе с корейского «Пхеньян – широкая земля». Столичные проспекты это подтверждают своими масштабами. В столице КНДР не бывает пробок. Горожане перемещаются в основном общественным транспортом, личного крайне мало. Троллейбусы, автобусы и трамваи как современные китайские, так и допотопные – подарки СССР. А еще повсюду машины с разного рода признаками типичной государственной пропаганды. Несут идеи партии в массы. А это единственный отечественный автомобиль. Позволить себе это чудо северокорейской техники могут успешные врачи, ученые, инженеры и, конечно, партийная верхушка. Иногда встречаются и так называемые премиальные авто, то есть автомобили класса люкс с черными номерами военные и с синими дипломатическими. Вожди традиционно ездят на мерседесах. Вторая страсть семьи Кимов – лошади. Специально для них построили этот конно-спортивный клуб. Нам подтвердили, здесь содержится личный скакун Ким Чен Ына. Есть. Есть, а нам могут ее показать? Не разрешено. Нельзя, да? Объект строго охраняется, по периметру едва заметны военные. Лошади выглядят упитанно и ухоженно, несколько лучше тех, кто их обслуживает. Этих тружеников отделяет от манежа ров с водой и целая социальная пропасть. Товарищ чекист. Большинство же корейцев просто ходит пешком. Великий маршал Ким Чен Ын внедряет атмосферу спорта. Правительством велено проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Сейчас поднимаемся на вершину Триумфальной арки, чтобы увидеть Пхеньян с высоты птичьего полета. Сейчас это место культурного отдыха для наших трудящихся. Самое высокое здание в стране – это 105-этажная гостиница. Ее можно увидеть отовсюду, находясь в центре Пхеньяна. Возводят строение уже 30 лет. Еще один предмет гордости Пхеньяна – Триумфальная арка. Триумфальные ворота построены под мудрым руководством товарища Ким Чен Ира. Рельефное изображение на левой стороне – «Да здравствует полководец Ким Ир Сен». Отель «Корё», здесь селят иностранцев, выглядит как пристойная египетская пятерка. Единственное, без разрешения гида из гостиницы нельзя выходить. Моя попытка прогуляться, подышать свежим воздухом была тут же пресечена швейцаром. Большинство проживающих из Китая и России. Еще мне повстречалась девушка из Австралии, парень из Японии и Стефан из Германии. Стефан родился в ГДР, знает русский и говорит, что просто турист. Ну что ж, давайте посмотрим, как выглядит номер. Нас поселили на 33-м этаже. Это практически самый верх гостиницы. Вот мы видим такая вот прихожая. Здесь комната для неких разговоров, приема гостей и, собственно говоря, спальня. Две достаточно просторных кровати. Ну, честно говоря, приятно удивлен, даже более чем. Вот такой вот холодильник, современный плазменный телевизор и окно. Какой у нас вид? Так, ну темно, однако можно что-то разглядеть. Мы видим
Ночной Пхеньян. Уличные лампы кое-где тускло светят. С 10 вечера до 6 утра электричество во многих районах отключают. Отовсюду доносится рокот генераторов. Нам повезло, в Интуристе свет круглые сутки. В 7 утра гудок. Народ дружно просыпается и идет на работу. В КНДР 6-дневная рабочая неделя, отпуск 2 недели в году, больничный в крайнем случае. Доброе утро, страна! Женщины провожают трудящихся на службу, улыбаются и машут знак солидарности. Недалеко от Пхеньяна деревня Менгёндо. В ней родился великий вождь Ким Ир Сен. Для северных корейцев место всеобщего паломничества. Здравствуйте. Сюда приезжают целыми коллективами, школьными классами, семьями для своеобразного поклонения идолу. Родина Ким Ир Сена – культовое место для северных корейцев. Здравствуйте, товарищи. 안녕하십니까. 인사드립니다. Без лишних слов, каждый ожидает своей очереди приобщиться к атмосфере, в которой рос будущий отец нации. 아버님께서는 나라 차는 길에서 2번씩이나 일제놈들에게 체포되셨댔습니다. Он 2 раза арестован японской полицией. В этой глиняной хижине с соломенной крышей Ким Ир Сен провел свое детство. Его воспитывали бабушка и дедушка, в то время как родители принимали активное участие в освободительной борьбе. Он купил из-за бедности. Вот этот Бракованный чан. Описание жизненных этапов отца нации напоминает житие святых. Ким Ир Сен в КНДР словно мессия. Он основал Северную Корею и руководил ею почти полвека. Основа его идеологии – философия Чучхе. Монумент идеям Чучхе. Посмотрите, какой он высокий. И сейчас мы попробуем подняться на самый его верх. Отсюда открывается замечательная панорама на Пхеньян. Размер сооружения должен подчеркивать масштабность идей Чучхе. Сейчас я нахожусь на вершине самой большой в мире монументальной башни из камня. Ее высота 150 метров. Главный постулат Чучхе – человек – хозяин своей судьбы. Ким Ир Сен приправил древнее учение соусом коммунизма, так удалось уйти от марксистско-ленинской доктрины и избрать свой путь. Такая новая эпоха требовала новую руководящую идеологию, которая бы дала народным массам, главным силам этой борьбы, что они хозяева этого движения. А вторая истина. Революцию в своей стране надо вести не под санкциями других стран, то есть не с разрешения других стран, а думая, мысля своим умом и веря в свою силу, то есть в силу своего народа. Эта женщина посвятила свою жизнь изучению идей Чучхе. Она профессор, член Трудовой партии Кореи. Для того, чтобы добиться победы в этой революции, народные массы должны сплотиться вокруг вождя и партии на основе единой руководящей идеологии. Вот я даже могу точно процитировать.
массы без мудрого вождя подобны человеческому организму без мозга. Вот, это полная цитата. Идеи Чучхе реализуются с помощью политики Сонгун, что означает «армия на первом месте». Так не существует отдельно народа от армии, а есть народная армия, которая занимает все главенствующие позиции в политике КНДР и в обществе. То есть армия на первом месте во всех сферах жизни – в политике, экономике, идеологии. И это наглядно отображено в архитектурных решениях фасадных формах улиц Пхеньяна. Регулярная армия КНДР – одна из самых больших в мире – 3 миллиона штыков при населении в 28 миллионов человек. Военные городки часто встречаются, солдаты живут в убогих землянках казарменного типа, снимать их запрещено. Силами армии в Пхеньяне реконструируется набережная. В Северной Корее военные – это не только заслон от внешних агрессоров, но и бесплатная рабочая сила. Вот, например, одна из основных улиц Пхеньяна. Все эти высотки построили военные. Темпом северокорейского строительства позавидуют лучшие девелоперы. Эти дома выросли меньше, чем за год. Старая корейская пословица гласит: «За 10 лет меняются даже горы и реки». По мнению партии, поговорка утратила смысл, так как страна меняется за день. Предмет наибольшей гордости – Центр достижений науки и техники. Вот это огромное здание в миниатюре. Напоминаю, построенное всего лишь за 1 год. Общая строительная площадь превышает 106 600 квадратных метров. В центре здания точная копия баллистической ракеты. Она успешно поразила на учениях воображаемую цель. Северные корейцы поклоняются смертоносным стержням, словно древние язычники, фалосообразным изваяниям. Давайте продолжаем наше путешествие. Также здесь демонстрируются уникальные северокорейские технологии. Например, выплавка стали без коксующегося угля. Корейцы гордятся, что научились жить под санкциями и без многого обходиться. Масштабные стройки начались с приходом к власти Ким Чен Ына. Высотки призваны изменить облик столицы. Экономика страны на дне, но новые здания растут как грибы после дождя. Практическое применение всем этим гостиницам и торговым центрам едва ли просматривается. Поговаривают, эти дома без внутренней отделки, то есть всего лишь декорации. В Северной Корее не носят джинсы. Вообще западный стиль одежды не приветствуется. Местная мода, скажем так, классическая. Здесь вы не встретите человека в шортах или в бейсболке. Вот и я в серой рубашке и строгих брюках сливаюсь с народными массами. Информация о том, что существуют определенные разрешенные прически, оказалась правдивой. Школьницы и студентки носят каре. У девушек постарше косичка, после 30 короткие волосы. У мужчин исключительно строгие армейские варианты, никакой щетины и бороды. Вслед за научным центром меня привезли во дворец культурных достижений.
Какая красота. Первым делом возложение цветов статуям вождей и затем уже осмотр архитектурного ансамбля. Вот достижения местных художников, картины, вазы, скульптуры. Очень впечатляет, особенно эта работа по центру. Ее стоимость, внимание, $70 тысяч. Северные корейцы давно уже поняли, иностранцам интересны революционные сюжеты. Пейзажи и натюрморты стоят копейки. Другое дело – работы с коммунистической тематикой, подобные этой. Такой своеобразный экспорт революции. $1200. Ого. Ну, красота неописуемая. Шахтеры, они в Северной Корее черно-оранжевые. Добрый день. Здесь трудятся шелковых дел мастерицы. Вот эти товарищи девушки вышивают эти прекрасные рукотворные картины. Уникальная техника, которой славится Северная Корея на весь мир. Обалдеть. Вот так вот каждый узелочек. Над этой картиной работа идет уже 3 месяца. Мы видим перед глазами образец. И вот, ориентируясь на него, они создают эту прекрасную картину. Некоторые картины рисуют годами. Огромнейшее полотно, просто даже не помещается в кадр. Это все ручная работа. Эти волны, эти скалы. Это все вышито руками. Это ткань, это не масло, это не акварель. Это соткано из нитей руками корейских мастериц. Обалдеть. Просто невероятно. Любую из этих работ можно купить, но только за наличные. Здесь уже и забыли про систему SWIFT. Ее отключили 10 лет назад в результате санкций. Правительство Северной Кореи тут же объявило SWIFT вражеской технологией Запада. 10 лет назад. В некоторых отелях еще встречаются потухшие банкоматы-призраки. Они напоминают о проваленной попытке империалистов взять под контроль банковскую систему КНДР. Богатый северокорейский край. Хурма растет по всему городу. Никто ее не рвет. Наверное, потому что еще не поспела. Ну и чтобы сложить полную картину об изобразительном искусстве КНДР, ознакомимся с выставкой политических плакатов. Тот случай, когда инструмент пропаганды стал культурным феноменом. Вообще к Америке здесь крайне негативное отношение. Соединенные Штаты воспринимаются просто как исчадие ада. Электронная почта в Северной Корее экзотика, поэтому марки вовсе не рудимент. За попытку вывести подобный плакат американский турист Отто Уормбер получил 15 лет тюрьмы. Северокорейские СМИ назвали кражу плаката попыткой подорвать единство северокорейского народа. После 1,5 лет в тюрьме парню разрешили вернуться домой. Вскоре после освобождения он скончался. Каждый час на центральном вокзале Пхеньяна звучит траурная музыка. Это напоминание о безвременной утрате товарища Ким Чен Ира. Он умер в 2011-м в своем спецвагоне, подаренном Сталиным его отцу Ким Ир Сену. Проходя мимо вокзала во время скорбной музыки, полагается выражать скорбь. Чего себе людей сегодня?
Дворец Солнца. При жизни это была резиденция Ким Ир Сена, а после смерти Окна заложили камнями и превратили это место вот там, за моей спиной, в мавзолей. здесь покоится прах великого вождя и его сына Ким Чен Ира. Снимать внутри категорически запрещено. При входе отбирают даже кошельки. Во время процессии соблюдается полнейшая тишина. Вообще здесь беспрецедентные меры безопасности. И поверьте мне на слово, более помпезного, величественное место сложно представить. Попасть сюда – это главное событие в жизни любого корейца. Это все равно, что для мусульманина совершить хадж. Все, к чему прикасались вожди, окутано ритуалом святости. Посещение музея подарков нужно заслужить. Это не право, а привилегия. 80 залов, десятки тысяч экспонатов. Народу демонстрируют, насколько велики их лидеры, раз им столько всего дарили. Видеофиксация строго запрещена. Единственное, что позволили запечатлеть этот прекрасный вид со смотровой площадки. Еще одно культовое место – военный музей. Чтобы обойти его залы, понадобится 3 суток. Корейцы Севера гордятся, что музей был построен менее чем за год. И то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что на его возведение был брошен 1 миллион пар рук. Проходи проверку. Хорошо. Снаружи можете фотографировать. А внутри нельзя? В доме внутри музея нельзя. Угу. А когда этот музей был построен? Вот мемориал построен в 1993 году, а вот здание музея в 2013 году. Вот так пойдемте, дорогие. Это военная техника, захваченная во время Корейской войны. Как вы видите, здесь сбитые, подбитые машины, танки, орудия разных видов. Все оригинальные, настоящие боевые техники американских империалистов. Цифры, озвученные гидом, вызывают большие вопросы. Назову их для понимания категорий, которыми оперирует местная пропаганда. Все мы избили и подбили. Более 12 тысяч американских самолетов. Вот это первый американский сбитый самолет. Вот, пожалуйста, фото свидетельство того, что самолет действительно был сбит, где он находился. А теперь он здесь, в музее. Американские империалисты сбросили большое количество бомб, 428 тысяч. Тогда население Пхеньяна было 400 тысяч человек. А вот главный военный трофей – Пуэбло. Американское разведывательное судно, захваченное в 1968 году. В штате Колорадо, в Соединенных Штатах Америки, есть маленький город под названием Пуэбло. Вот вы видите, на передней части написаны английские буквы GER2. Это означает гражданское океанографическое судно номер 2. Там американские империалисты замаскировали свой шпионский корабль. По версии северных корейцев, американский корабль вошел в территориальные воды, потому и был атакован. Это судно по сей день официально считается в плену. В этом месте мы поймали Пуэбло, а потом привезли в город Вонсан. В городе Вонсан мы побываем позже, а пока продолжим изучение Пхеньяна. Когда я увидел храм, то не поверил своим глазам. Здравствуйте. Из Украины, да? Да. Корейский атеизм заканчивается там, где начинаются российские интересы. Решение о строительстве храма было принято на встрече Путина с Ким Чен Иром 11 лет назад. Тогда-то отец Федор и поверил в Бога. А в какой семинарии вы учились? Московскую. Почему выбрали для себя христианство, православие? Ну, после посещения нашего пророка Ким Чен Ира, знаете, да,
священный святитель Иннокентия Югурского храма в Хабаровске. Потом он принял историческое решение построить православный храм в Пхеньяне. По этому поводу я хотел и решил принять православную веру. Сюда приходят сотрудники посольства РФ, для местных же Бога заменили вожди. Это многотысячная демонстрация тому свидетельства. Иностранцам запрещено посещать подобные мероприятия и тем более снимать на видео, но кое-что удалось зафиксировать. Соединенных Штатов ежедневно собирают жители Пхеньяна на многотысячные демонстрации. Вот на этой площади имени Ким Ир Сена сейчас собралось 100 тысяч человек. Это был тренировочный митинг. Разгоряченные корейцы разучивали новые движения. Народ регулярно выводят на репетиции целыми толпами. Каждый обязан знать свой маневр. Народ и партия едины. Вот что значит народные массы. Это просто. После столь бурного представления меня ждал не менее яркий обед. Момент истины. Традиционный корейский собачий суп. После убоя туша 12 часов вымачивается, затем мясо 2 часа варят и подают вместе с бульоном, лапшой и куриным яйцом. Из собачьего сала делается приправа с добавлением пряностей. Расскажите, пожалуйста, как поедать собачий суп? Рис, приправа, специи. Это, судя по всему, кимчи. Вот это, Капуста, да. Власти КНДР утверждают, что ферм для выращивания собак в кулинарных целях не существует. Неофициально спецпитомники все же есть. Честно говоря, испытываю волнение. Вот как-то рука не поднимается. Но это дань традиции, не более, поэтому любители собак, не обессудьте. Снимаю пробу. Но это был бульон. А теперь я отведаю, собственно говоря, мясо. Главное не думать в этот момент, что ты ешь собаку. И тогда все нормально. Кстати, о существовании моркови по-корейски в самой Корее не знают. Здесь маринуют капусту, кимчи. Но самое удивительное, что удалось попробовать в Северной Корее – черепаха. На стол ее подали живой. Сейчас это милое создание попадет вот сюда. У меня в руках местная водка вперемешку с
с черепашьей кровью. Такая вот свежена, кровавая Мэри по-северокорейски. Огонь. 이거 심장이고 다 뽑아내고, 심장이고 다 심장이랑 다 뽑아내고, 그다음에 이제 탕도 끓이고 이제 다 끓여. Можно пить, это 아니 계속 Это реально вкусно. В Пхеньяне один приличный магазин – универмаг. Здесь даже имеются некоторые деликатесы. На зарплату рабочего сюда разве что на экскурсию приходить, но покупателей довольно много, а значит, обеспеченные граждане в КНДР все же есть. Самое удивительное, что в Северной Корее продается украинское мороженое. По талонам мыло, стиральный порошок, рис 600 граммов в день. В дефиците растительное масло, мясо и сахар. А этот кадр потребовали удалить. Хорошо, что их можно восстанавливать. В Пхеньяне есть метро, 26 километров пути, 7 остановок, 2 ветки. Корейское метро такое же глубокое, как и киевское. Вообще много общего. Сразу видно, проектировали его советские инженеры. Портреты вождей даже в вагонах. Один из главных источников новостей – стенгазеты. Они на станциях метрополитена и в других людных местах. На передовицах решения партии, международные новости по воскресеньям на первой кнопке страны. Всего 3 телеканала. Электронная газета по-северокорейски сфотографировал и прочел с экрана смартфона. А теперь самая интересная часть поездки за пределы Пхеньяна. Вглубь страны иностранцы допускаются редко. В глаза бросается низкая плотность застройки, населенные пункты встречаются редко. Монотонность движения гид разбавлял свежим бюллетенем пропаганды. И великодержавные шовинисты, империалистические агрессоры немало извращали историю первого периода государства Когурьё. Наши великие вожди, уважаемые руководители, блестящие решили вопрос огромнейшей короне Доньё. Нам удалось попасть в один из действующих монастырей буддийских. Более того, этот объект оказался, к удивлению для меня, под защитой ЮНЕСКО. Действующий он чисто формально. Кроме сторожа никого. Товарищ Кан исполнил древний буддийский обряд. Тот редкий случай, когда встретился домашний скот. В Северной Корее практически нет товарного животноводства. Каждый свободный клочок земли засевается рисом или другими злаками. Долго пришлось упрашивать гида, чтобы заехали в село. Мол, это не предусмотрено программой. Я бы хотел в деревню попасть. Я сам жил в деревне. Пришлось брать идейно. Во время революции великий вождь опирался на крестьянские массы. Как можно было не пообщаться с этими прекрасными людьми? Какой малый классный. Можно? Нас привезли в один из самых зажиточных колхозов. Но даже здесь труд в основном ручной. Трактора редкость. Их заменяют валы, запряженные в повозки и плуги.
На вопрос, почему люди собирают рис вручную, уполномоченная колхозница отвечала минуты 2. Переводчик свел ее ответ к 2 словам. Такая технология. Этот кооператив объединяет 3 села. В нем работают 600 человек. На стенде план раздачи зерновых. В сельмаге продовольственные товары. Это список товаров, которые обязательно должны быть в магазине. Правильно я понимаю? Магазин, в котором есть просто все. Кроме клиентов. У северокорейских граждан нет паспортов, только свидетельство о рождении и справка о прописке. Въезд в столицу только по пропускам. Если ты не житель Пхеньяна, будь добр оповести местный орган власти о причине своего желания посетить город солнца. Символ благородия – хурма – любимое дерево вождя. 수령님께서 다녀가신 후에 이 감남의 가말들을 나도 따서 세어보니까 정말 800알하고 꼭 3알이 남았습니다. Теперь этому дереву все поклоняются. 그렇게만 되겠는가 봐요. Вот здесь бетонная дорога заканчивается, и дальше туристов не ведут. Нас повели в другую сторону – показать дом образцовой колхозницы, которая сопровождала нас во время приезда в село. Это дом, где я живу. 막내는 아직 학생입니다. Сын первый сейчас служит армии. Это дочь учительник. Это 이 사진은 제가 한 직종에서 오랫동안 일을 해냈다고 김정은 스님으로부터 물고기 선물 받아서 찍은 겁니다. Он получил подарок от маршала Ким Чен Ына. Вот. Она служила долгое время в одном месте. Труженица с гордостью показывает еще один снимок. На нем полвека назад великий вождь проводит рабочее совещание в этом колхозе. Среди присутствующих свекровь нашей героини. В то время мама была вот это, бригадир. Пока я дегустировал хурму, хозяйка продемонстрировала исправность телевизора. На кухне пустые начищенные кастрюли, словно не дом, а музей. Вечереет, уже должен гореть свет, но в окнах темно, электричество в дефиците. А вот здесь освещение хоть отбавляй. Место нашей ночевки – горнолыжный курорт, построенный в 2013-м по заданию великого маршала. Туристов в этом отеле тоже нет. Он попросту пуст. Очень элегантный лифт. Посмотрите, какой шикарный бассейн. Просто потрясающий. В Северной Корее нет свободного доступа к интернету, но в нашем ультрасовременном отеле иностранным гражданам разрешается полчаса интернета в день. Для этого в каждом номере есть такой вот кабель. Я попробовал подключиться, но интернет у меня не заработал. На что на ресепшене мне предложили попробовать подключиться завтра. Электронной почтой можно пользоваться по предварительной заявке со специальных компьютеров. А теперь давайте проверим, как работает телефонная связь. По крайней мере, нас заверили, что в Украину можно без проблем дозвониться. Вот сейчас я попробую позвонить своей жене в Киев. Алло, алло, алло. Алло, как слышно? Пробивается? Немножко слышно, да? Ну, отлично. Ну что, как дела у вас? Мобильная связь только местная, заграничные сим-карты не работают. Есть 2 оператора, работают в масштабах провинции. Из-за границы на местные номера дозвониться невозможно.
Насладиться прелестями курорта времени не было, утром снова в путь. Хотя посмотреть есть на что. Курорт в альпийском стиле, наверное, должен напоминать Ким Чен Ыну Швейцарию, в которой он якобы тайно учился. Мы едем в Вонсан, город стратегического значения, база военно-морских сил. Именно здесь корейцы проводили свои секретные ядерные испытания. Это бетонная трасса двойного назначения. Ее можно использовать и как взлетно-посадочную полосу. Вот, пожалуйста, весь город идет на митинг, возмущенный политикой Соединенных Штатов. Вонсан – это примерно как Севастополь. Здесь много военных и зашкаливают антиамериканские настроения. Стройными рядами народ отовсюду стекался на площадь. Подойти к демонстрантам гид не разрешил, мол, им не нужно мешать. Потом, после обеда, мы будем смотреть озеро Сан-Ин. Город настолько секретный, что нам даже не разрешили совершить в нем остановку. Вонсан оказался транзитным по пути в образцово-показательный пионерский лагерь. Вот так. Сонгдаон, да, как переводится? Да, Сонгдаон. Эдакий северокорейский Артек. В этом пионерском лагере отдыхают тысячи детей одновременно. Кроме Северной Кореи, из Нигерии, Танзании, Китая, России. И, кстати, в 90-х годах приезжали дети из Украины по линии КПУ. Как напоминание о голодных 90-х, фотография Ким Чен Ира в пустой детской столовой. Время было очень суровое. Да. Тот период вошел в историю КНДР как «трудный поход». Так назвали голод в стране, который был вызван резким сокращением международных поставок, неэффективной политикой северокорейского руководства, низкими урожаями в стране, а также погодными условиями. Руководство партии уверяет, трудный поход позади. Это рис, свинина, утка, курица, рыба, яйцо. И все это каждый день, да, выдается? Овощ, фрукты, конфеты, печенье, повар, мука. Сахар, красный перец, чеснок, порошок, уксусная кислота. Я ем сценарий. Не голодно? Нет. Это собачий суп, это курица с женщиной, это рис с овощами, а это только соломаная курица. Так написано. Так. А вот эти вот блюда? А это здесь показывают хлебцы. О хлебцах, вот, это хлебцы с листьями соуса. Воспитанию молодежи в Северной Корее уделяется огромное внимание. Так часто, как в этот лагерь, вожди мало куда приезжали. База подготовки элиты общества, будущие комсомольцы и члены партии. По дороге из лагеря снова проезжаем в Вонсан. Товарищ гид зачитывает боевой листок. Ядерный вопрос и вопрос баллистической ракеты КНДР должен быть органичен корейско-американскими отношениями. Несмотря на это, США, описывая наш закономерный самозащитный выбор как угрозу
населенный ратует за всемирные действия для обуздания нас. Это типичное выражение, присущее Трампу. Мы будем чаще посылать им большие и маленькие узлы с подарками, отмечается в экспресс-заявлении представителя Netkinder. В получасе езды от лагеря встречаем других детей, чумазых, собирающих руками рис. Возьмите конфеты. Хотел дать детям конфет, но сказали убегать. Мы едем на юг в направлении города Самбельпори. Еще одна короткая остановка. Восточное море. Там дальше Япония. Восточным это море называют исключительно в КНДР. Для всего мира оно японское. Вдоль берега колючая проволока. Что ж, первое впечатление о жизни северных корейцев в глубинке. Скажу вам, как есть, особо пейзаж, да и уровень жизни на первый взгляд не отличается. Общаться с местными без разрешения гида нельзя. Мою попытку настойчиво пресекли. Понимаете? Yes. Говорите по-русски? Yes. О, давайте. Как вас зовут? Меня Роман зовут. Вас как зовут? Да, да, очень приятно. Очень приятно. Очень красиво у вас. Красота просто невероятная. Горы, зелень. Здорово. Очень классно. Нам очень нравится ваша страна. Очень красивая страна. Это мой новый отель. Здесь огромная территория, ресторан, магазин duty-free и еще куча всяких разных активностей. Но что обращает на себя внимание, совершенно нет клиентов. А теперь давайте посмотрим, что в номерах. Вот видите, здесь корейский телевизор, южнокорейский, точнее будет сказать. Понятно, да, какой марки? И вот видите, название заклеено черной изолентой, чтобы вражеские символы Северной Кореи никто не распознал. Вроде бы обычная тумбочка, но смущает то, что нижний ящик не открывается, в отличие от верхнего, совершенно пустого. Вот. Что же интересно, скрывается в этом нижнем не открывающемся ящике. Давайте отодвинем тумбочку. И что мы видим? Огромное количество проводов. Непонятно вообще, куда они ведут. Ведут они в тумбочку. А в тумбочке вот такая вот непонятная штука. Остается только догадываться, для чего она нужна. Шпионские находки омрачили, зато подняли настроение местные мастерицы песни и танца. У северных корейцев всенародная любовь к караоке.
Северная Корея – это не только социализм и равенство прав трудящихся масс, это еще и неописуемые красоты. Да здравствует социалистический строй нашей страны. Вот, да, написано. Те, кто бывал на юге и севере полуострова, говорят, северная часть богаче природными красотами. Глубокие бухты, лесистые горы вперемешку со скалами, островки причудливых форм – все нетронутое. Малое количество туристов идет природе на пользу. Если вы хотите оказаться в одиночестве на берегу моря, вовсе не стоит заказывать туры на дорогие острова. Для этого достаточно попасть в Северную Корею, и пляж будет только для вас. Качество песка и прозрачность воды не уступают элитным курортам. Нам объяснили, что на пляже пусто по той причине, что страна готовится отразить американскую агрессию. В Северной Корее действует так называемая политика Сонгун. Она означает, что нет по отдельности народа и армии. Есть единый вооруженный народ. Изредка здесь встречаются иностранцы. Вот и мой новый друг Стефан. С ним мы виделись в Пхеньяне. Или взгляните на эти пещеры. Они буквально завораживают. Я объездил весь мир, но не видел ничего подобного. Эти места помнят и южнокорейских гостей. В начале 2000-х между соседями наметилось потепление. Корейцам юга разрешили посещать родственников на севере. Многие впервые увиделись за 30-40 лет. Эти отели строились южанами для своих сограждан, приезжающих в КНДР. Отношения зашли так далеко, что заговорили об объединении двух Корей. Но в 2008-м оттепель сменилась очередным ледниковым периодом. Трагический случай с невинно застреленной южнокорейской туристкой вызвал волну негодования на юге. Риторика примирения сменилась взаимными обвинениями. Как итог, заморозка мирных переговоров. На войне все относительно сторон конфликта. Здесь на севере считают, что никакой Южной Кореи не существует. Есть один единый корейский народ, один единый корейский полуостров, одна страна, южную часть которой оккупировали империалисты. Аж не верится, сейчас я нахожусь на той самой 38-й параллели. Это карта демилитаризованной зоны. Сейчас мы все увидим своими глазами. До этого мы осмотрим это зал переговоров по перемирию. Нейтральная пограничная полоса. Нас ведут в зал, где были поставлены судьбоносные подписи. Вау. Нам можно сесть прямо за этим столом. Вот за этим столом представитель Северной Кореи подписал судьбоносное мирное соглашение. А вот за этим подпись ставил представитель американской стороны. С
тех пор Северная Корея 6 раз официально заявляла, что не намерена соблюдать договор. Стороны были на пороге широкомасштабных боевых действий. Сейчас очередное потепление. Именно здесь произошла недавняя встреча лидеров двух Корей. Кто знает, возможно, 27 апреля 2018 войдет в историю как точка обратного отсчета, которая приведет таки к миру. Лидеры братских государств задекларировали готовность уже в этом году подписать мирное соглашение. Вот только одна загвоздка. КНДР должна забыть о ядерном оружии, а сильные мира сего перестать играть на противоречиях, используя каждую из сторон в своих интересах. Только тогда мечта о единой Корее станет реальностью.